Привет, ребят! Сегодня будем рисовать попугая, розового попугая, моего любимого. И, как обычно, будем двигаться от простого к сложному. Ну, поехали! Что подразумеваю простого? Любую вещь берем мы вначале, какие-то вещи прямоугольные, округлые, и делаем общий набросок таким образом. Начинаем. Я считаю, вот, допустим, вот голову. Такая голова. Все очень просто. Легко и весело и быстро должно получаться. Усложняем мы сами. Потом идем, конечно, к сложному. Вот это туловище попугая. Здесь будет ветка, на которой он сидит. Так, клюв. Тут, значит, вот так. Это клюв будет. Глаз. Вот это хохолок. И здесь вот так вот все. Крыло. Это мы идем уже более к сложному варианту. Хвост его. Значит, хвост. Максимально все просто. Тут как бы у него еще оперение. Тут можно добавить как выступ, на котором попугай будет сидеть. Такие вот лапы. Это набросок, и поэтому сильно придираться к этому не надо, потому что это искусство, и как бы сильно не критикуйте себя. Вспомогательные, которые нам помогали, скажем, на первом этапе нашего искусства. Теперь их надо аккуратненько удалить. По бокам я заклеил, как обычно, не специально акварельным скотчем, а взял липкую ленту. Не стал заморачиваться, так как у нас пока тяжело ее достать. Ну, вроде как заказал. Будет, значит, это. Ну, для ребенка, для начала это очень хорошо, удобно, так что. Потому что акварельную бумагу будете мочить, он, тем не менее, придаст более плотное состояние бумаги. Вот такой вот набросок получился у нас попугая. Наша черта еще подчеркнуть карандашом более мягким какие-то вот особенности его. И приступим к разрисовке акварельными красками. Так, ну я думаю, глаз это одно из важных
С чего можно начать? Клюв. Такой вот у него клюв получился у нас. Очень люблю попугаев. Правда, сейчас их нету у меня. В детстве очень много было. В основном волнистые. Замечательные птицы, которых можно учить разговаривать. Советую брать детям, особенно маленьким, с ними интересно. Ну, а те, кто, конечно, любит поспать, вряд ли по вкусу подойдет эта птица. Она рано встает и, если хочет есть, своим назойливым криком, а если умеет разговаривать, то и голосом подать знак того, что она хочет. Вот так, ребята. Вообще есть, говорят, попугаи, какаду, у них интеллект составляет 7-летнего ребенка, бывает. Они не только говорят, но и понимают, о чем они говорят. Вот что самое интересное. Вот интеллект, где попугай довольно высокий. Жако очень хорошая птица. Если вы вдруг надумаете брать, то она по цене существенно ниже какаду. Ну и довольно интеллектуальная птица. Тоже осознанно разговаривают. Очень роликов много в интернете. Посмотрите. Вот так вот. Вот, я думаю, веточку стоит выделить, на которой он сидит. Тут какие-то рельефы ветки придаем, чтобы нам, скажем, поверили, что это ветка, а не какой-то искусственный объект. Вот так. Тут можно вот так немножко. Вот тут. Такое оперение как бы. Главное это самое, начинать от простого сложного. Если делаете ошибки, то терка для этого исправили, где-то подсмотрели. Начинайте, все просто. Потому что покуда у вас состоит я просто не смогу, вот это состояние, то вы вряд ли когда-то и начнете. Просто пробуйте и все. И посмотрите, оп, и потихонечку у вас все получится. Вообще, скажем, все от простого сложного. И все вещи, они кажутся куда намного проще. Только нужно пробовать. Особенно надо приучать к рисованию детей. Просто с детства, потому что это не просто там какая-то получение массы удовольствия, да, но и то, что действительно развивает интеллект и правое полушарие, которое отвечает за творчество, интуицию и гораздо больше чего. Для саморазвития это очень важно, как бы. Наших детей надо развивать, потому что развитые умные люди нужны. Да и легче как-то, мне кажется, когда ты, скажем, более глобально мыслишь, чем ограниченно. Пробуйте. Тут как бы мы придаем, что оперение, потому что мы будем это все потом акварелью разрисовывать. И акварель буквально это та краска, которая очень, скажем так, мне кажется, легче всего с нее начать. Но я, наверное, просто с нее начинал, как бы, и надо пробовать, мне кажется, ею. Потому что и в детском садике, мне кажется, приучают, да и в школе, как бы, потому что ты ж не начнешь сразу с каких-то там акриловых красок, потому что это более, скажем, какой-то другой уровень. А у кого есть
какие-то попугаи, делитесь комментариями, как они у вас разговаривают, как они вообще детям. Потому что, я же говорю, попугая очень люблю, эта птица очень интересная. Даже с точки зрения того, что ее можно научить разговаривать. Мне кажется, для закрытых детей, которые более, ну, скажем так, сейчас много детей дома, да, предпочитают там, родители там постоянно за что-то там переживают, там еще чего-то, ну, понятное дело сейчас. И обстановка такая, да. А вот этот попугай, мне кажется, ребенка очень будет развивать и как бы получать удовольствие, что если он начнет какие-то первые слова там говорить, еще чего-то, очень будет весело. Вот так вот. Ну, приступим к разрисовке акварелью. Перед тем, как приступить к разрисовке, смачиваем бумагу. Наша акварельная бумага должна быть акварельная, от 150 до 200 плотность. Не смейтесь с моей кисточки, это для увлажнения, а не для покраски заборов. Хорошо промачиваем один слой, потом можно даже и два слоя. Вначале будем по мокрому. Когда начинаем рисовать акварелью, то движемся от более светлых оттенков к темным. Я, допустим, окружающую среду таким решил наполнить. Сильно светленьким таким. Мне этот просто цвет очень нравится. Вот такой вот, какой-то бирюзовый, да. Очень интересный. Рисуйте, творите, ребят. Как получается, скажем. Меньше критики в свой адрес. А наоборот, нарабатывайте навык. Есть свободное время. Я потом буду пробовать больше скидывать простым карандашом, делать какие-то наброски. По очень классной книге там «Американская семейная пара». Она очень продвигает, очень легко, очень просто, мне понравилось. Вот как раз там от простых фигур, квадратиков, прямоугольников создавать шедевры, скажем так. Вот такой вот приятный цвет. Делаем набросок ветки. Какой интересный получился. А теперь раскрасим попугая. Красный смешаем с белым и получим такой контрастный розовый. Чуть-чуть водичкой смешать и вот начинаем разукрашивать его по мокрому. Грудь его вот так вот. Голову. Крылья делаем серым оттенком. Серый немножко коричневый мешаем с розовым, с белым. Делаем такой контрастный. Даем подсохнуть рисунку, впитать краски, посмотрим, что из этого выйдет, какие оттенки.
Вот такой у нас получился попугай. Благодарю за просмотр. Подписываемся.